Deca X60. Вот такая вот Mesh Wi-Fi 6 система. По крайней мере, этот вариант из 2 башенок, а есть на 3 башенки. Но это настолько крутая Mesh система, и она нас сегодня прям поразила. Она уже с тестов, и она простреливала у нас весь офис, и мы отключали один кубик, вернее, ну я их называю кубиками, не знаю, давайте так, будут кубики. Я отключал один кубик, у нас все равно нормально не падало, подключал второй, потом мы нашли точки, где у нас максимальное расстояние, но мы все-таки добились то, чего хотели, но при этом это невероятно мощная штука, это конкретный Wi-Fi 6 Mesh, и при этом, знаете, когда меня спрашивают, а как же с бесшовностью? Мы на данных устройствах запускали между двумя устройствами тест через Magic iPerf на один поток на Францию, то есть у нас непрерывно шло, и мы проходили от одного устройства к другому, и у нас была просадка, но при этом отключения сигнала не было, у нас не было потери ни единого пакета. И это очень удивительно, потому что я не думал, что в просто реализуемом устройстве, почему просто, я вам объясню. Дело в том, что в данных устройствах очень простой интерфейс, действительно очень простой. Здесь нет каких-то мега тонких настроек, все очень просто и настраивается с помощью просто-напросто смартфона, больше вам ничего не понадобится. Веб-интерфейс на компе вообще какой-то, знаете, ну, урезан или не урезан, или он просто там не задумывался как таковой мощный. Ну а чем примечательны данные роутеры? Вернее, один роутер, да, вообще-то можно считать одним роутером, потому что они создают одну Wi-Fi сеть. Вообще в каждой из этих башенок стоит 4-ядерный процессор по 1 ГГц. Каждая из этих башенок, ну вы еще увидите распаковку, оснащена 2 портами на 1 гигабит, при этом с автоопределением, то есть неважно в какой вы вставите порт, именно кабель интернета, он определит, что это кабель интернета. При этом данные башенки работают как в беспроводном соединении, так и в соединении через кабель LAN или LAN. То есть вы просто-напросто можете разнести подальше, подключили через кабель LAN, и у вас будет одна единая общая сеть. Мы сегодня покажем тесты и в варианте беспроводного соединения, и просто-напросто в варианте подключения через LAN кабель. И в том и в другом случае они показали отличные результаты, о которых вы увидите дальше в обзоре. Вернее, которые вы увидите дальше в обзоре. Вообще я вам скажу так, что наличие бимформинга, наличие MU-MIMO, наличие, здесь, кстати, 4 внутренних антенны, достаточно мощных, наличие MU-MIMO и наличие 1024 QAM дают неплохие результаты именно в тестах или вариантах использования с Wi-Fi 6, потому что мы тестируем все только на Wi-Fi 6 адаптерах, Wi-Fi 6 устройствах, и у нас давным-давно Wi-Fi 5 устройств в студии просто-напросто нет. Вообще индекс скорости у них AX3000. Это значит, что в 5 ГГц это будет 2402 мегабита в секунду, а в 2,4 ГГц 574. Но это всего лишь теоретическая скорость. Фактические скорости мы, конечно же, с вами обязательно замеряем. Замерять будем на чистом гигабитном интернете. У нас в студии 10 гигабит. Мы выделяем чистый гигабит на эти устройства. И некоторые спрашивают, откуда у нас такой быстрый интернет. Я вам скажу, что мы используем местного провайдера в Запорожье, Украина. Это Гигабит. И он для Запорожья области шикарнейший провайдер. И ссылочку в описании под видео разместили, потому что они фактически единственные сейчас в Запорожье, кто нам дает высокоскоростной интернет. Другие сдулись, тех, кто давали ранее. Но я долго рассказывать не буду, все это вам покажу. Сейчас мы его распакуем. Я вам покажу, как настраивается эта Deca через обыкновенное приложение. Ну, слушайте, единственное, знаете, что здесь вообще 6 потоков, и это позволяет подключить до 150 устройств. Ну, по крайней мере, они так заявляют. У меня, к сожалению, нет 150 устройств, но звучит как минимум круто. Ребят, ссылочки на этот Deca X60 на проверенных продавцов лежит в описании под видео, а мы с вами подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные и крутые обзоры и тесты, а также поучаствуйте в розыгрыше ценных призов подарков. На текущий момент это Sony PlayStation 5 и ссылочка вот там вот внизу в описании под видео на условия, и будет стрим, следите за анонсами, поэтому лучше подписаться. Что ж, переходим на распаковку.
потестим и уже на выводах решим, покупать либо не покупать такое вот счастье, потому что на нашу студию это самое идеальное, что мы сейчас могли найти. Так. Mesh Wi-Fi система Deca X60, чуть потерлась коробка на почте, но это такие мелочи. Обещают, что у нас это Wi-Fi Dead Zone Killer, убийца мертвых зон. И, что самое интересное, до 150 девайсов поддерживает и 460 метров квадратных. Ну ладно, сейчас мы посмотрим, что он из себя представляет. Так, вот такая вот коробочка у нас здесь. И открывается она, по идее, вот так вот. Ага. Инструкции и различная бумажная волокита. Ух ты, какие они прикольные. Слушайте, а тяжелые. Коробочка такая футуристичная, да? Прикол. Давайте отставим эти штуки, посмотрим, что у нас еще в комплекте. В комплекте у нас есть 2 блока питания, таких беленьких. Это хорошо. Слушайте, а классные блоки питания, я такие еще никогда не видел. 12 вольт, 2 ампера, 24 ватта. Ничего себе, ничего, мощные такие. 24 ватта на одну бочку. И здесь есть еще инструкция какая-то. И патчкорд есть. Патчкорд обязательно. Патчкорд, кстати, классный. Ну ладно, Deca откладываем. Давайте сами бочонки рассмотрим. Бочонок. 2 порта у нас. Слушайте, блин, ну прикольные же. И тут тоже 2 порта. Это Deca X60. Есть только кнопка Reset, прорезиненные ножки, есть диффузоры охлаждения. Смотрите, как сделано. То есть здесь у нас отверстие, он забирает горячий воздух снизу, выкидывает сверху и фактически таким образом охлаждается. Видите, какой дизайн. Хотя не знаю назначения этого дизайна, но в принципе смотрится ничего так. Слушайте, ну давайте уже, наверное, их подключать, тестить. Я думаю, что здесь много, конечно, не будет, вернее, настроек каких-то больших. Но я помню по последнему Deca, который обозревал TP-Link, там достаточно все было интересно. Ну, давайте пробовать. Все, переходим. Для начала начнем настраивать. Это TP-Link Deca, приложение фирменное в нашем маркете. Соглашаемся. Конечно же, вы должны либо зарегистрироваться, либо просто-напросто иметь свой аккаунт в этом самом TP-Link. Заходим в Deca и нажимаем «Приступим». Посмотрим, что у нас тут «Приступим». Смотрим сзади на модель. Это у нас TP-Link X60, обязательно сверяемся. Нажимаем X60 и нам описывается, что нам понадобится. Сейчас вам понадобится только одно Deca. Впоследствии вы можете устанавливать дополнительные устройства. Поэтому мы нажимаем ОК. У нас подключили устройство. И теперь включите Deca и подождите, пока индикатор не станет мигать синим. Горит желтым цветом, Deca запускается. Мигает синим цветом, Deca готов к настройке. Если у вас ваш Deca не горит синим цветом, то просто-напросто нажимаем на сброс и производим сброс этого Deca. Это такое бывает. Это вдруг он не горит синим. Все, он сейчас перезагрузится, моргает желтеньким. Заморгало синим. Нажимаем индикатор Deca, моргает синим. Разрешаем, конечно же, обнаружение. Он пошел обнаруживать. Или как там? Детектить, да? Ждем, поиск Deca происходит. Подключение к устройству. Есть у нас Deca. Происходит подключение. Подключено. Далее выбираем, где он будет стоять. Это будет офис у нас. Теперь нам необходимо подключить сетевой кабель. Для этого мы втыкаем в Deca, в единичку, вот этот вот наш сетевой кабель. И смотрим, что у нас получится. Повторить попытку нажимаем. Есть тип подключения динамически обнаружено, IPTV, VLAN выключен. То есть здесь есть поддержка IPTV. Нажимаем следующий. То есть настройка с помощью приложения вкрай простая. Имя сети зададим. Давайте зададим TP-Link X60. И пароль зададим. Нажимаем следующий. Wi-Fi сеть на данный момент создается. Есть. Теперь подключаемся к этой сети. TP-Link X60, используем наш пароль. Подключено. Возвращаемся и смотрим, что у нас будет. Обнаружено, все отлично. Все нативно, интуитивно понятно. Ваша сеть Deca готова к работе. Нажимаем следующий. Добавить еще Deca. Подключите другие входящие в комплект устройства. Они будут автоматически добавлены в сеть в течение 2 минут. Нажимаем «Ясно». Переходим к следующему Deca. Мы его тоже включаем
Мы его тоже включаем. Я произведу сброс, потому что мы их уже настраивали до этого. Заметьте, здесь сейчас горит зеленый. Это значит, что он подключен в сеть и работает. Здесь важно понимать, красный это у нас никогда не подключено. Желтый моргающий это сброс устройства. Желтый, вот как здесь, это загрузка. Синий это готовность к работе моргающий. То есть здесь сейчас красный. Мы производим сброс в течение 3 секунд, потому что мы ранее настраивали эти дека. Вот поэтому нам приходится делать сброс. О, пошел сброс. Ждем. Давайте, пока он там мучается, мы посмотрим с вами настройки, которые есть. Заходим в Wi-Fi. Ну, во-первых, 5 ГГц включен. Теперь, знаете, что мне не нравится? Мне не нравится то, что у нас на текущий момент Wi-Fi одинаковый. Мы сейчас зайдем, наверное, с веб-версии, это будет намного лучше. Тест скорости соединения, не будем проходить. Оптимизация сети. Вы поняли, здесь есть функция оптимизации сети. Что у нас сейчас? Желтый загружается, да? Нужна оптимизация. Да что вы? Ну давайте оптимизировать, посмотрим. Так, видите, он готов к загрузке, вернее, к подключению. Сейчас посмотрим, что же из этого выйдет. О, он загорелся. Все, он автоматически добавился. Вы просто включаете, и он автоматически добавляется в данную сеть. Вот и все. Ну, смотрите. У нас сейчас подключено, сам по себе вот этот вот интерфейс я рассматривать не вижу смысла, потому что я хочу рассмотреть это с компьютера, там это будет все более наглядно видно. Но включение, ну, кстати, обновление можно посмотреть, но включение производится очень быстро. В настоящее время ваша домашняя сеть не требует обновления дека. Ну что ж, давайте выключаться, антивирус. Слушайте, смотрите, подождите, давайте все-таки рассмотрим. Wi-Fi 2.4 2,5 ГГц. Есть у нас возможность добавить гостевую сеть, тест скорости соединения. Ну, здесь мы не будем ничего тестировать, неправильно тест будет. Оптимизация сети есть, черный список, обновление. В дополнительных есть методы подключения IPv4, тип подключения PPP-oE поддерживает, L2TP, PP2P и DS-Lite. Также у нас здесь есть IPv6 поддержка. DHCP сервер, можно клонировать MAC адреса, есть поддержка IPTV, переадресация портов, DDNS, SIP-ALG, UPnP есть, быстрый роуминг, beamforming есть, рабочий режим Wi-Fi роутер, есть также рабочий режим точка доступа и уведомления. Слушайте, ну больше здесь ничего такого нет. Давайте переходить в веб-версию нашей админки. Смотрите, как интересно. Веб-версия вообще урезана до не могу. Поэтому будем что-то донастраивать, потому что у нас тут один момент будет с тестированием Wi-Fi. А сети будем донастраивать здесь. Но выглядит это достаточно нормально. То есть мы видим TP-Link X60. Мы можем посмотреть именно карту этого всего действия. Мы видим один TP-Link, который стоит возле меня. Второй TP-Link Mandislave во вторую нашу студию. У нас 2 студии. И вот второй TP-Link, вот он Дека X6 со своим IP-адресом. И плюс у нас здесь есть использование памяти и загрузка проца. Теперь по настройкам мы видим, что у нас здесь практически настроек нет. Из системных есть обновление прошивки. Видите, у нас здесь модель, версия, ревизия и прошивка какая есть. Можно посмотреть логи, установить время, ребутнуть и системные параметры. Мы здесь можем включить AGMP и WAN Unicast. Но это все нас пока не волнует. Давайте начнем первичные тесты скорости сети. Для начала спид-тест. Как всегда мы используем дикого провайдера, дикого в плане скорости, а не цен. И этот провайдер один из лучших в Запорожье. Почему мы его сейчас и используем? Это гигабит. Ссылочка в описании под видео. И меня часто спрашивают, откуда у меня 10 гигабит. Именно оттуда. Так, теперь берем Data Group. Стартуем. И через LAN получаем 850-60 мегабит. То есть, но чтобы вы понимали, это все-таки не LAN решение. Это решение, почти 900. Это решение все-таки больше про Wi-Fi, а не про LAN подключение. Мы сейчас еще обязательно проверим это все действие в Magic iPerf. Пускай здесь пока работает. Давайте, пускай дотестит уже, чтобы все по-честному. А то скажу, там ты дергаешь окошко, ай-яй-яй. Любит у нас народ что-то рассказывать. 875 на 940. Давайте. И тестируем на французские сервера. Там у нас 10 гигабит прямая линия. Получим максимально возможный результат.
И получаем 913, 936, 929, ну норм, я вам скажу, это хороший результат. Ну и также пробуем с ключом R, который меня часто так просят указывать, хотя провайдеры очень против, потому что я просаживаю их методы загрузки. Ну и здесь мы получаем те же самые цифры, 830 в пике, 749, 830, то есть мы подтверждаем фактически те же самые цифры. Хотя я бы здесь ставил время побольше, потому что для разгона роутеру на загрузку нужно больше времени, чем на отдачу. То есть там принимающая сторона больше принимает. И здесь нужно смотреть по пику. 847, 785, 783, 819, 800. То есть мы примерно имеем те же самые цифры. То есть они полностью подтверждаются так же, как и со спид-тестом. То есть здесь очень трудно вывести среднюю, потому что первый результат всегда дно, и он общий результат очень сильно портит. Но 890 у нас, видите, сендер выдает, и ресивер 792. Есть как есть, показываем все честно. Теперь Wi-Fi 5 ГГц. И тут у нас, конечно, будет определенный момент с тестированием этого самого Wi-Fi 5 ГГц. Потому что у нас сеть объединена, но это не значит, что мы не можем ее протестировать. Давайте выберем TP-Link X60. Сейчас мы еще, ну если в веб-версии у нас нельзя разделять, сейчас попробуем поднять гостевую на одном каком-то, скажем так, диапазоне и будем смотреть, что получится. Тестируем Wi-Fi на внешний мир. Давайте, поехали. Это Wi-Fi, который есть в TP-Link Deca X60. А потом мы еще будем тестировать, как работают точки. Боже мой, зачем это? Как работают точки. Ой, 844 в пике. Wi-Fi, ребят, 844 в пике. Wi-Fi здесь реализуется ну, практически на полную. Смотрите, 711 средний, но это за первого провального результата. Давайте еще раз пробуем. И смотрим пиковые значения. Почему пиковые? Потому что минимальные могут быть до разгона. И это так и есть. 752, 851, 876, 793, 595, 704, 711, 665. То есть 744 средний, ну это 5 ГГц само собой. Возвращаемся опять в TP-Link Deca в Wi-Fi и пробуем включить гостевую сеть. О, да, здесь мы можем раздельно выключить 2.4, TP-Link West. Все, 2.4 мы сможем протестить. Так что не все так печально, как все думают. Все хорошо. Сможем. Смотрим в сетях, появился ли TP-Link Deca West. Есть. Подключаемся. И сейчас определим, сколько он сможет у нас поднять по 2.4. Здесь, конечно же, потоки нужно будет убрать хотя бы в 30, потому что в 2.4 это все по-другому работает. И смотрим, что у нас на внешний мир получится. 150... О, 2.4 прям вообще удивляет, больше 100. 163 это на отдачу. Сейчас мы попробуем с ключом R и будем понимать, что у нас будет работать. Вообще огонь, слушайте, ну круто, круто. Так, давайте с ключом R, поехали. И здесь вообще 2.4 у нас дубасит 230, 146, 196. 2.4 здесь очень круто. Очень, это 2.4 Гвест. Все, имеем, что имеем. Ладно. Давайте мы теперь следующее, что мы будем проверять. Мы будем проверять дальность, вернее, а знаете, а как нам дальность проверить? Анечка, иди выключай вторую точку. Мы сейчас проверим дальность одной точки, а потом будем работать с точками, насколько они работают на нашей дистанции. Я буду вам говорить, как это хорошо работает или нет. И плюс попробуем разные типы подключения Wi-Fi. И попробуем, ну именно когда точки через Wi-Fi. И у меня здесь одна стена металлическая, вернее одна стена несущая с металлической дверью. Вторая стена, ну там во второй студии там тоже металлическая дверь. И вторая стена тоже кирпич. Сейчас попробуем еще и через LAN подключить сюда на вторую, насколько будет резать скорость, режет ли. То есть здесь вот очень интересно. Включаем обратно наш LAN кабель, включаем IPRF3 протокол и включаем обыкновенный сервер. Для того, чтобы нам понять, насколько это все будет работать, мы с вами ставим время 100, пускай будет бесконечно работать, на один поток обязательно. Порт убираем и ставим IP-адрес нашего смартфона. 192.168.68.51. Мы сейчас запускаем тест на один поток. Не пугайтесь в скоростях, один поток это максимум 400-450 мегабит, вообще в среднем от 300 до 460. Это то, что я видел. Это нормальный показатель. Аня отходит за одну стену с металлической дверью, подходит за вторую стену с деревянной дверью, там у нас нет несущей, это не вторая студия, это просто коридор, и доходит до конца коридора, это 20-25 метров покрытия данного кубика мы должны проверить. Я включаю на
на один порт он выдает 240, ну 385 поднялся, 304, 413 в пике, 433, да ладно, слушайте. Ладно, Ань, отходи. Возле двери у нас будет падение, мы сейчас будем отслеживать. Аня, когда закрываешь дверь, ну просто иди, я сейчас буду комментировать. Тест идет, да, тест идет. То есть мы должны с вами понимать, падение в 5 ГГц должно быть не меньше, вернее не больше, чем 60%. Это факт. Хотя он сейчас, наверное, зараза переключится на 2,4 ГГц. И это может такое быть тоже. Давайте. Слушайте, у нас провала не было. И она ушла. У нас 187, 203, 173, 159. Слушайте, а где провал вообще? 194, 282, 306. Это насколько же он покрывает-то? Слушайте, вообще я подозревал, конечно, что кубики, вот эти, ну не кубики, вот эти башенки, они имеют такое свойство. Аня, возвращайся, ты где была там вообще? Он вообще практически не падал. Вообще не падал. И перехода на двери не было. Я подозреваю, что у них немножко сильнее датчики, не датчики, а антенны и усилители, потому что они работают через, вернее, они должны соединяться со второй башенкой. Давайте на Гвест ее подключим. Это конкретно 2,4. В 2,4 сейчас сравним. Но в 5 ГГц прям вот очень-очень мне понравилось. Серьезно вам говорю. Так, посмотрим, какая у нас... У нас даже 56-й IP-адрес, стартуем сервер, здесь меняем на 56 и смотрим по одному потоку, 58-56. А он с Gvest Network вообще не коннектится, да? Ух ты как же ж нам 2.4-то проверить? Смотрите, Gvest Network, гостевая сеть у нас конкретно изолирована, то есть вы должны это понимать. Что нет, все пошло. Я думал, изолировано. На один поток 86, 90, 84 можешь отходить туда же. Хотя в 2.4 Wi-Fi вот эти все наши устройства новые, они все работают, откровенно говоря, уже хуже, чем в 5 ГГц. Ну, есть как есть. Слушайте, а я здесь тоже нету просадки. Аня отошла за дверь, просадки нет. А где просадка вообще? И что? Вообще просадки. Ну 44, ну это падение 50% в 2,4 диапазоне. А сколько у нас здесь сейчас? Подождите, карта сети. Аня, возвращайся. Ну да, я, честно говоря, вообще. Да, у нас одна подключена точка. Я как бы вообще приподвис. Я думал, что вторая точка подхватывает, может быть. Да прям вообще классно. Хорошо, ладно. Давайте так. Выключаем. Ань, теперь иди включай. Сейчас мы вместе пойдем туда. Мы сейчас берем наш рекордер звука. Мы берем с собой камеру одну. А зачем? Мы возьмем GoPro-шку. Для начала мы подключаем сетевой кабель. У нас на том конце есть еще один сетевой кабель возле такой же башенки дека. Вот как я и говорил, вот наша металлическая дверь. Вот еще один металл. Закрывай. У нас здесь есть второй кубик. Ну, вторая башенка, я их кубиками называю. Она отключена на текущий момент. Мы в данном месте замеряем даже элементарным спид-тестом в работе 2,4 и 5 ГГц. На текущий момент мы подключены, смотрим к TP-Link X60 Gvest. Пробуем, это у нас 2,4 ГГц. И смотрим, получаем... Ой, нет. Ничего себе, мы сейчас находимся, черт знает где. Я вам серьезно говорю, он топит на 2,4. Я не знаю, давай его дальше оттаскивать. Он топит на 2,4, у нас 100 мегабит. Как это все вообще объяснить мне сейчас? Потому что он сумасшедшие башенки, именно X60. Давай дальше его туда несем, за ширму, к чайнику. Потому что да. Ну, мы сейчас, конечно, его подключим и посмотрим, что получится. Включая его в сеть. Ставим в данном случае, ставим его на пол. Пускай он загружается. Первый раз такое, что я не могу на своих дистанциях пробить вообще стену. Ну, давайте учитывать то, что X60 это именно решение конкретно для Mesh. И в данном случае Mesh просто какой-то сумасшедший получается. Я в шоке, вот честно. Честно в шоке. Так, загрузился? Ань, проверяй. Так, смотрим. Дека у нас в сети. Мы сейчас нажмем на него. Есть, он в сети. Это очень хорошо. Вот вопрос в другом. Куда подключен мой OnePlus? Блин, здесь даже видите. Хотя, слушайте, можно приоритет ставить. Прикольно. Вот это прикольно. Ладно, давайте мы сейчас попробуем
Тот же самый тест. Мы в меш-сети, я честно вам скажу, меня прям аж пугает. О, так смотрите, он в меш поднял в 2.4, а мы в 2.4 вообще, до 200 мегабит. До 200! До 200! Мы сейчас, черт знает где вообще от этого дека, я в тихом ауте. Это нереально, ну подожди, мы точно в 2.4? Да, мы в Гвесте. А давайте сейчас подключим здесь же, в простой TP-Link X60 и проверим скорость вот прямо здесь, не отходя от кассы. И проверяем в 5 ГГц, я думаю, что он сейчас будет 5, хотя посмотрим, что сейчас получится. 260 вот в 5, да, 250, 260, не сильно большая разница с 2.4, 280, 300, ну 300 мегабит по факту. То есть сейчас, вот давайте 330, вот давайте так, пошли сейчас с тобой пройдем, вот и покажем, сколько у нас, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Дальше, поехали. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ну, в общем-то, с учетом погрешности 25 метров, как я всем и говорю. Он черт знает где стоит. При этом он не подключен LAN. Они подключены по воздуху. Давайте подключим LAN ко второму. Давайте подключим LAN ко второму дека от этого дека и посмотрим, что они выдадут. Пошли. Нереально сумасшедшие. Так, берем синий кабель. Освобождай его. Тяни к дека. Фух, вот это, конечно, интересный момент. В единичку, да, включай его в единичку. Фух. Сейчас ждем, пока все это действие сконнектится. Так, он моргает красным и заморгал зеленым. Все, в 5 ГГц именно здесь. Насколько это все разнится. И, пожалуйста, он через LAN на этот дека раздает 780-790 мегабит. То есть по факту вы можете этими дека покрыть нереальную площадь, мы уже говорили сколько, но я не думал, что настолько все интересно. То есть у меня были разные меш-системы на тестах, но такой вот первый раз. То есть он полностью реализует всю возможность вообще этих дека. Давайте попробуем еще, знаете что? Мы сейчас включим, а что мы включим? Мы сейчас включим с вами iPerf и будем пинговать и смотреть, как у нас будет переходить от одной точки к другой, для того, чтобы определиться, насколько он теряет связь при переходе от точки к точке. Так, друзья, запускаем тест на один поток. Нам не важно, сколько сейчас будет скорость на один поток. Мы специально на Францию и пошли прогуляемся до той башенки. Посмотрим, будет ли у нас прерывание при переходе или нет. Ну, пока ничего нет. Вообще интересный момент. Так, пошло уменьшение скорости. Слушай, он вообще собирается переходить на это? Давай отходить дальше от этого кубика. Для того, чтобы... Я уже не знаю, что ему делать. Так, была просадка, но у нас прерывания потока не было. То есть у нас постоянный обмен пакетами. То есть была просадка, ну давай еще дальше. Еще дальше. Все, у меня даже дальше некуда. Я ограничен 200 квадратами нашей студии, и как бы просадки у меня не было при переходе, это однозначно. Выводы! Крутые бочки, крутые штучки. Реально нас поразило. Я вот в меш-системах такого еще никогда не видел. То есть у меня многие роутеры на наших дистанциях просто гасли, а здесь работают. Знаете, чего мне не хватило? Мне не хватило расширенного веб-интерфейса, мне не хватило USB-портов, но с учетом того, что здесь и не предполагалось иметь эти фишки, это просто меш-система для максимального покрытия вашего дома, либо офиса, либо склада, либо чего-нибудь, потому что, знаете, почему я так обобщенно говорю? Да потому что огромные площади можно покрыть с помощью таких кубиков, а еще и простота подключения, и мы его реально рекомендуем. С вами был Bubble и вот этот вот X60 на канале Технозон. Пока, ребят.